Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. В канун Нового года и Рождества хочется приготовить что-то особенное и очень вкусное. Сегодня как раз такой рецепт, и мы будем готовить утку с яблоками в апельсиновом маринаде. Готовить ее не так уж и сложно, как кажется. Разберемся с вами во всех тонкостях ее приготовления. И первым этапом нужно утку замариновать. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Целая тушка утки, 1 лимон, 1 апельсин, 2 чайные ложки соли и чайная ложка перца. Но прежде чем приготовить маринад, есть несколько моментов, которые нельзя упустить. Утку для начала нужно хорошо промыть, убедиться, что удалены все внутренности. Если остались невыщипанные перышки, обязательно их удалить и затем хорошо просушить утку полотенцем или бумажными салфетками. И еще один важный момент. У утки в этом месте есть железы, которые обязательно нужно срезать, чтобы избежать неприятного запаха при приготовлении. И только теперь, когда наша утка полностью готова, можно приступить к приготовлению маринада. Для этого нужно выжать сок из 1 лимона и 1 апельсина. Соки можно пропустить через мелкое сито, чтобы не допустить попадения косточек в маринад. Теперь натираем утку солью и перцем, как снаружи, так и внутри. Для удобства утку можно положить в большой целлофановый пакет или в глубокую посуду. И заливаем утку лимонно-апельсиновым соком. Из пакета лучше выпустить весь воздух и плотно его завязать. Обычно рекомендуют мариновать утку в течение 24 часов в холоде. Но если у вас небольшая молодая тушка, ей будет достаточно и 2 часов маринования. Для лучшего маринования утку время от времени нужно переворачивать. Для того, чтобы утка точно получилась сочной и нежной, я оставила мариноваться ее в течение суток. Теперь мы можем приступить к приготовлению начинки из яблок, и для нее нам понадобятся зеленые яблоки. Лучше всего подойдут кислые и твердые сорта. Яблоки нарезаем довольно крупными кусочками. Кожуру счищать не нужно, так они сохранят свою форму. Фаршировать утку яблоками нужно достаточно плотно, но не переусердствуйте с этим, чтобы в процессе жарки она не лопнула. В зависимости от размера утки может понадобиться 2 или 3 яблока. Края кожи можно зашить нитками, но я предпочитаю скрепить их зубочистками. Их намного легче удалить, чем нитки. С кожей на шее делаем то же самое. Утку перекладываем в форму для запекания и накрываем фольгой. Под фольгой запекаем утку в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 2 часов. Если у вас тушка очень крупная, то можно запекать ее 2,5 часа. Прошло 2 часа. После этого снимаем фольгу и оставляем утку в духовке еще на 30 минут, чтобы появилась золотая румяная корочка. Время от времени поливаем утку жиром, который из нее вытопился. Когда утка достаточно зарумянилась, достаем ее из духовки и накрываем фольгой, оставляя еще минут на 10-15. Это позволит равномерно разойтись соком по мясу утки, и она станет еще более сочной и нежной. Такое праздничное блюдо, конечно же, нужно красиво подать к столу. Я предлагаю вам выложить утку на листья салата и украсить ее дольками яблок и апельсин. Теперь осталось только удалить зубочистки и разложить яблоки и апельсины. Вот такая сочная, нежная и очень вкусная, с хрустящей корочкой утка с яблоками у нас получилась по этому рецепту. Если он вам понравился, то поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Пишите мне комментарии, а также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!